Приветствую вас, господа, на кухне ассорти про еду. С вами, как всегда, Виталий. И сегодня я готовлю для вас перец. Блюдо из перца. Блюдо очень вкусное, как закуска, это вообще, это бомба. С хлебушком, с картофанчиком. Да, зимой. Это шикардос. Хороший такой чесночный вкус. Подмаринованный перчик. Это обалденно. Пока еще не буду расхваливать, потому что еще пока не приготовил, а скоро обязательно приготовлю. Так что у вас еще есть время на то, чтобы поставить лайки. Да-да-да, пробить колокольчик, потому что рецепты идут с перцами, вкусные, обалденные. Вот. Буль-буль уже, все работает. Вот. Так что, а с меня, с вас вот эти дела все там туда-сюда, а с меня рецепты для вас. Договорились? Договорились. Харе, поехали к приготовлению. Что для этого нам нужно для перца приготовления? Конечно же, сам перец. Перец вы можете брать любой, типа болгарский. У меня вот сейчас вот такой вот красавец, немножко вот подвяленный, чтобы был помягче, его можно было лучше готовить, удобнее было бы. Вот. Нам нужен будет чеснок, много чеснока. Вот здесь вот таких 3, можно сказать, головки чеснока очищенных. Соль, ингредиенты я все напишу внизу, так что не переживайте, если вы чего-то не услышите, не страшно. Черный перец, сахар, уксус. Насчет уксуса. Уксус здесь используем тот, который вам нравится. Хотите спиртовой, винный, яблочный, домашний, который вы сами приготовили. Уксусов огромное количество, поэтому используем здесь уксус, какой вам нравится. Главное, его примерно догоняем от 7 до 9%, чтобы вам соотношение сладости и уксуса получилось бы в норме. Для этого рецепта не используем мед, потому что есть вот у меня рецепт под видео, который очень классно идет, который вы смотрите, который всем нравится. Очень быстрый рецепт, это тоже очень быстрый. Сегодня сделали, даже к вечеру, если с утра сделали, уже можно кушать. А на следующий день это вообще бомба. Вот. Там можно использовать мед, здесь же нет, потому что здесь будет тепловая обработка. А тепловая обработка, конечно, при тепловой обработке мы не используем мед. Правильно? Не используем. Он все-таки выделяет при нагревании то, что мы не едим. Масло. Масло растительное. Любое на выбор. Главное, если в принципе даже можно и выбрать какое-то нерафинированное. Уже наговорил очень много. Давайте начнем готовить. Так, мне нужен нож и нужен перец. Из перца, вот из этого, в принципе, мне очень сложно будет выбрать вот сердцевинку. Но вот она, смотрите, она вот в этом перчике только вот в самом начале. А дальше вот, видите, тут почти ничего нет. Вот, поэтому, в принципе, мне даже вот в семечке, если там чуть-чуть что-то есть, но там ничего нету, видите, внутри. Пустота. Вот. Так что вот таким образом подготавливаем перцы и выбираем из них сердцевины. Из болгарского перчика, конечно, вообще проблем нет никаких выбрать. Вот. А из вот таких вот перцев, в принципе, тоже легко. Вот. Так что перебираем и выбираем. Вот красавец наш перец почищен. Все супер. Если немножечко там и осталось семян, это не смертельно. В принципе, если у вас, например, вот такой большой перец, и вы будете готовить для долгого хранения, то он очень неудобен для хранения. Это, как бы сказать, приготовка цельными кусками для праздника, который будет совсем очень скоро и не для долгого хранения. Если вы вот такой перец хотите хранить, то в принципе его лучше разрезать на какие-то части, хотя бы крупные, потому что укладывать в банки вам будет его намного удобней, чем у меня, потому что сейчас я делаю не для долгого хранения, а для хранения в холодильнике.
Так, мы берем какую-то емкость, не очень у меня удобная емкость, потому что лучше, конечно, с небольшими краями, в ней будет немножко удобнее. Но главное, чтобы у меня сюда помещался мой перец. Я выливаю весь уксус, это у меня на данный момент 500 миллилитров уксуса. Я, честно, сделал смесь. Здесь и гранатовый уксус, здесь и рисовый уксус. Вот, поэтому, честно говорю, делайте как вам только нравится. 200 грамм сахара. Горсточка черного перца. 2 столовые ложки соли. И вот здесь у меня 250 миллилитров масла. Я сюда его добавлю примерно где-то 100 миллилитров. Остальное мы используем потом. И все это нагреваем, чтобы это закипело. Пока у нас маринад закипает, вот возьмем петрушку. Вот без стеблей, стебли нам не подойдут. И немножко укропа. Вот столько вполне хватит. И сейчас все это дело надо порубить. Не обязательно очень сильно мелко, потому что мелко не очень красиво, да и вкус распространяться будет очень сильно. Так, вот мы порезали. Укладываем все это дело на какую-то мисочку. Так, как там наш рассол? Уже не рассол, рассол. Маринад, рассол. Так, и укладываем вот так вот перец. И вот так еще один. Сколько время готовить? Я скажу примерно по 2 минуты, в зависимости, конечно, от вашей толщины перца. У меня он не очень толстый, поэтому проготовится очень быстро. Он не должен полностью потерять как бы упругость, но быть полностью приготовлен. В принципе, момент этот как бы тяжело поймать, но вы его поймете как, в принципе, по времени. 2 минуты. 2 минуты с одной стороны покипел, 2 минуты с другой стороны покипел. Сторона у нас сварилась, смотрите, она по мягкости, видите, уже стала намного мягче. Просто я переворачиваю. Вот так вот. И обвариваю вторую сторону. Если вы, конечно, возьмете не такой перчик, как у меня, а, например, типа болгарский, по этому рецепту можно и острый перец взять. Например, такой вот как цицак, он такой реально острый. У меня такая минимум. Вот, можно и поострее, и приготавливать любой перец, который вам нравится. Конечно, если вы возьмете кайенский, там шкурка толстая, а перца вообще нету. Ну как с него, какой будет вкус, правильно? Поэтому чем мясистее. У меня, можно сказать, такой середнячок. Вот, смотрите, вот по толщине, вот видите, вот рука, и вот толщина перца. Это средний, можно сказать, совсем не толстый. Вот видите, на срезе. Вот. Средний такой перец. Но мне понравился просто такой вот сорт, очень хороший. Он такой не мелкий. Красиво выглядит. Пока все кипит, вот немножко чеснока я возьму и нарежу вот такими вот дольками, вот такими вот. Тоненькими стараясь. Чем тоньше. Вот. А остальной чеснок я выдавлю
через давилку. Как бы можно сказать, половина на половину. Вот так вот. Ну и смотрю за... Так вот готов. Так, сейчас немножко можно посыпать чуть-чуть чесночку. Вот этот вот не тот, который давленный, а именно который нарезан. И опять же посыпаем петрушкой, пока вот он горячий такой. Очень хорошо. И укладываем, наверное, последний слой. 1,5 килограмма у меня перца. Это совсем, конечно, немного. Обваривать обязательно. Делайте эту обварку, если у вас или летняя кухня, если у вас собственный дом, или масло. Я вот нагреваю, масло оставшееся надо очень хорошо раскалить, поэтому немножко греется, стреляет. Над вытяжкой, нормальной на плите, чтобы вытяжка работала на полную, потому что уксусный такой выхлоп нереально идет. Конечно, кипение уксуса, обалдеть, это такой очень серьезный вот момент. Дальше. Еще хочу вам рассказать про именно приготовление его, если вы хотите замариновать как бы этот перец, этот, не знаю, салат, этот маринованный перец сделать вот надолго. Понимаете, перчик порезали, положили вместе со всем чесноком, со всем чем сюда, в этот маринад и проварили, ну, 3-4 минутки. И все. И вы это все берете и раскладываете по баночкам стерилизованным. Не надо больше никакой проводить там консервации. А вот это все горячую массу раскладываете по баночкам, открываете, потом кушаете эту вкуснятину. Если вот в таком виде вы хотите сохранить, то вам нужно, что съели, то съели. Потому что самый вкус будет завтра. Вот этим вот рассолом мы заливаем весь перец. Вот так вот. Вот. Самый бомбический вкус это через пару часов. Хотя он и сейчас, я для вас обязательно попробую, он уже будет вот такой шикарный. Вот масло, смотрю, у меня нагрелось. Вот, наверх мы берем так, ложечку и выкладываем вот так вот наверх чеснок. Сейчас увидите, что мы с ним будем делать. Потом мы его весь распределим по всему полностью перцу. Пока сейчас примерно, можно сказать, вот так вот в одно место. Нужно немножко положить по сторонам. Вот так. По тому, как уже будет это все приготовлено и завтра, перемешивая через там 2-3 часа перец, потому что вот смотрите, он, видите, где бульон, он весь там внизу. Весь маринад он внизу, наверху его нету. Поэтому вы просто берете и раскладываете его по мешочкам и складываете в морозилку. И чеснок заливаем хорошо вот таким вот горячим маслом, видите? Вот так вот. Вот так. И сейчас каждый перчик вы по чуть-чуть, понемножку берете снизу и перемешиваете, чтобы чеснок весь распределился по всему перцу. Любуюсь. Вот. Так что вкус, конечно, я знаю, какой будет. Хотя именно по этому вот рецепту с этим вот маринадом я делал первый раз. Но маринад, конечно, я
Не буду хвастаться, сам как бы придумал. Но я все блюда, которые вы увидите вот на канале, где у меня полазите, они все моей проработки. Вот, конечно, не сам я все это придумываю, но в большинстве случаев я все это, можно сказать, на 95% я полностью все это переделываю под свой вкус, под вкус всей моей семьи. Вот, чтобы нравилось всем и все это было вкусно. И скажу вам, что вот эта вот подача реально это на, как сказать, ну вот на праздник отлично. Себе на стол, да. Вот именно 1,5 килограмма, вот как я сейчас сделал. Завтра он еще немножко уляжется больше. И я его смогу переложить именно в такую посуду, которую я просто закрою и уберу в холодильничек. Будет шикардос. И вот на месяц, 2 у меня в холодильнике вот это вот пролежит запросто. Вообще никаких проблем не будет. Но если вы хотите надолго, я вам говорю, именно порезать, а может и такой вот перчик уложить. В принципе, даже он уже завтра будет такой более мягкий, и его вы сможете удобно уложить в баночки. Вот видите, например, вот так вот заворачивая и складывая вот такими вот именно кружками, рулетиками. Я думаю, ну, проблем не составит какому повару придумать, как это все это подать. Дальше я вам расскажу немножко про вкус, вот попробую. Давайте я целую так вот положу себе. Так вот, что я тут буду играться, да, правильно? Вот. Вот, немножко возьму сюда вот такого чесночка. Так вот совсем, что с петрушечкой, со всеми этими вот делами. Да, он еще не полноценный вкус, он завтра будет вообще бомбический. Ребятки, ваше здоровье. Обалденно. И для тех, кто досмотрел до конца, я бы добавил сюда не 200 грамм, а 300 грамм сахара. Немножечко мне закисленький он. Соли и всего остального идеально просто. Но чуть-чуть, ну это, конечно, на вкус и цвет товарищей нет, правильно? Все перцы фиолетовые, как баклажаны. Поэтому добавляйте 200 грамм, отлично, очень вкусно, но немножко, смотря, конечно, с чем кушать. Хотя как... А на второй вкус обалденно. Но добавить 100 грамм не мешает. Можете попробовать. Поэтому, как закус, он просто шикарный. Да, отличный маринованный перец с чесноком, с зеленью. Принимайте, пользуйтесь и готовьте. Так что, не знаю, что вы поставите, лайк, дизлайк, это уже на ваше усмотрение. Вот. Но чем больше лайков, тем больше продвижения, конечно, и каналу, этому видео. И больше я смогу приготовить, и больше будет, короче, крутых, интересных, веселых рецептов. Всего вам вкусного, здоровья. Самое главное, здоровье, вкусных рецептов, вкусных большого, хорошего аппетита, наговорил уже, не знаю что. Вот, очень хочется много всего пожелать. Ребята, мира, здоровья, добра, всего самого лучшего. Яхты, самолеты, ну, короче, все, чего пожелаете. Вот. До новых встреч, ребятки. Пока. Смотрите, в контейнере как шикарно он укладывается. Завтра он еще больше сожмется чуть-чуть и будет вообще просто обалденный. Все, ребятки. Поломанная такая у меня крышечка.